Друзья, приветствую вас на канале Ниндзя Капитал. Это вечерний обзор. Давайте рассмотрим текущие события, какие данные макроэкономические вышли и какие ожидаются движения от доллара, нефти, золота, рубля, евро и других активов сегодня на вечерней сессии. Так, сегодня вышли данные по продажам нового жилья в Соединенных Штатах. 708 тысяч, предполагалось, что будет 700. И в прошлом месяце было 701. То есть получается, здесь у нас динамика положительная. Американская экономика цветет и пахнет. Но в сравнении с предыдущим месяцем прогнозировалось, что будет прирост 3%. Но прирост составил 1%. Это негатив, но это негатив такой совсем слабенький. Если мы возьмем, что было прошлым летом, когда, в общем-то, народ не знал, что делать в результате ковидного заточения, то получается по сравнению со значениями прошлым летом падение на 27%. Но тогда действительно реально был мощнейший всплеск. И сейчас постепенно спрос с предложением уравновесились. И поэтому цены более или менее начинают приходить к адекватным значениям. Но если посмотреть по стоимости нового дома в Америке, там принято оценивать не по квадратным метрам стоимости, как в России, а именно по стоимости целиком дома. Стоимость дома в среднем 390 тысяч долларов США. Ну, ранее в июне 361 средняя была. То есть, ну, сами видите, прирост 10% за месяц. Это что-то феноменально. Ну и здесь надо обратить внимание, что средневзвешенная зарплата в Соединенных Штатах составляет порядка 950 долларов в неделю до вычета налогов. Ну и, соответственно, план Байдена, который сейчас находится в процессе согласования, он приведет к тому, что строительство еще второе дыхание приобретет. Но там, конечно, по большей степени будет инвестировано в инфраструктурные объекты, в коммерческие объекты. Но это, в общем-то, предполагается, что следующим витком вызовет повышенный спрос в жилую недвижимость. И поэтому, помимо того, что план Байдена увеличит стоимость, капитализацию строительных компаний, которые производят цемент, строительные материалы, сталь, кстати, тоже, помимо всего прочего, это может придать второе дыхание рынку недвижимости жилой. Так, ну вот, казалось бы, уже сталь и так выросла в цене, но тем не менее предполагается, что вот этот план Байдена, так называемый, он вызовет новый виток спроса на то, что связано со строительством, и в том числе на сталь. Ну и как следствие рост цен на железную руду, и сталелитейные компании могут опять оказаться на пике роста. Но если, конечно, не разразится кризис глобальный и не произойдет обвал в сентябре, в конце сентября текущего года. Так, ну вот еще такой интересный тренд в Соединенных Штатах начинает проистекать. Ну, поскольку даже несмотря на то, что люди после ковида просыпаются, выходят в свет, начинают офисы какие-то открываться, функционировать, на самом деле никто особо в них не торопится, и поэтому очень много офисов в том же Нью-Йорке пустует. Помимо этого есть определенная проблема с жильем. Эта проблема, она во многом затрагивает, ну, только мегаполисы, крупные города типа Нью-Йорка. И, соответственно, сейчас решили убить одним ударом двух мух. С одной стороны, разобраться с пустующими офисами, которые, скорее всего, в полном объеме не заполнятся в обозримом будущем и среднесрочной перспективе. И в то же время немножко притушить спрос на жилье и создать условия для людей. В связи с этим сейчас намечается ряд программ в Соединенных Штатах, которые будут преобразовывать нежилой фонд, офисы в жилые помещения, в апартаменты. Уже предполагается создать 20% налоговый вычет для тех компаний, которые будут соответствующую трансформацию производить. Ну и на самом деле идея, конечно, очень здравая, и при грамотном подходе она позволит несколько снизить накал на рынке жилой недвижимости Соединенных Штатов. Единственное, в чем здесь заключается момент. Конечно же, коммерческая недвижимость, она все-таки дороже жилой, это раз. Во-вторых, она приносит больший доход, поскольку арендные ставки, они, ну, во всем мире выше и порой ощутимо выше, чем у квартир. И поэтому готовы ли будут
собственники этих офисов на такую трансформацию. Вот. Ну, конечно, то, что затянулось застойное явление в коммерческой, в офисной недвижимости в Соединенных Штатах. И, скорее всего, к высокой степени заполняемости офисов ну, уже не будет возвращения. Поэтому, возможно, они более гибко подойдут к решению этого вопроса. И, соответственно, вот такой тренд, он вполне может привести к тому, что цены на недвижимость в Соединенных Штатах начнут немножко снижаться. Так, друзья, ну я вот в телеграм-канале обращал внимание по поводу того, что есть четкая закономерность уже на протяжении с начала 2021 года на фоне роста американского рынка где-то в районе 18-20 числа идет массированная высадка. С чем это связано? Фиксация позиций, там, перекладка в опционы, это уже вопрос другой, но такая закономерность, она имеет место быть. И как раз следующее такое мероприятие, оно предполагается на 18-20 сентября, когда будет решение ФРС и когда, соответственно, мы подойдем к окончанию третьего квартала. И вот сочетание этих обстоятельств может привести к тому, что вот этот коррекционный откат станет более серьезным. Так, ну вот несмотря на текущий отскок, такой очень резвый, очень бодрый, все-таки американские аналитики не рекомендуют особо обнадеживаться. Связано это с тем, что ряд индикаторов, которые учитывает движение индекса Рассел, так называемых компаний малой капитализации, то есть банды против Рассел, указывает на то, что текущая ситуация, она близка к той, которая была накануне других значительных кризисов. Помимо этого, индекс доллара против Рассел тоже указывает, что очередное донышко, и как бы вот вся эта картина, ну, действительно подтверждает, что фондовый рынок, финансовый рынок находится в метастабильном равновесии и ждет прилета черного лебедя. Так, ну вот отскок в китайском технологическом секторе, уже все как бы полны оптимизма, что вот надо выкупать, цены выгодные, будет хороший отскок и дальше. Но на самом деле я свою позицию по поводу Китая неоднократно высказывал. Я считаю, что в этот рынок лучше вообще не заходить. Потому что какой смысл ловить отскоки или что-то шортить, когда в любой момент все это могут закрыть, аннулировать, национализировать и так далее. Но есть и обратный оптимистический взгляд о том, что все будет хорошо. Мы по сути миновали страшный кризис, и сейчас будет только рост, 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 движение вперед. Я могу так сказать, я на самом деле не придерживаюсь никаких крайних взглядов, не то что там ужас-ужас, не то что наоборот все будет хорошо. Я стремлюсь реально смотреть на вещи, что есть определенные проблемы, которые могут привести к коллапсу и к обвалу. Но если определенные условия будут выполнены и, соответственно, удастся это обойти, то вполне вероятно, действительно мы можем получить волшебный рост космический новый и, соответственно, улет фондовых рынков уже на высоты, которые даже сложно представить. Такое тоже может произойти с учетом того, что печатные станки уже и так достаточно макулатуры напечатали, но всегда проблема заключается в том, что законы физики и природы их никто не может изменить и запретить. Если что-то произведено, выпущено, оно так или иначе должно во что-то трансформироваться, должен быть законченный цикл. Если выпускали деньги, то, соответственно, выпущенные деньги, они будут раздувать цены на все. Если раздули цены на все, то возникает в системе дисбаланс, начинает в отдельных местах страдать покупательский спрос, и, соответственно, поскольку покупательский спрос – это основа современного западного мира, цивилизации, то это будет приводить к тому, что так или иначе что-то будет подсыпаться. А когда что-то начинает подсыпаться, это вызывает цепную реакцию. Поэтому, дай бог, что есть признаки того, что мы как бы восстанавливаемся и будем только расти, но те острые углы, которые есть, они пока, я считаю, не ликвидированы. Ну и на текущей неделе, поскольку планируется выступление виртуальное в Джексон-Холле Пауэлла, Джерома Пауэлла и его заявление относительно дальнейших действий Федеральной резервной системы США, есть такая точка зрения, что
Пауэллу удастся удержаться, остаться на следующий срок. Никто от него не ждет резких заявлений. В худшем случае его заявления будут нейтральные. А вообще, скорее всего, то, что он заявит, и его интонации, они будут говорить о том, что ФРС до последнего патрона, как говорится, будет печатать деньги, выкупать долги, и все будет хорошо, пока не наступит полное восстановление. Ну, здесь надо четко понимать, что на самом деле в такой коннотации ФРС при Пауэлле здесь существует разделение ролей хорошего и плохого полицейского. Вот Пауэлл — это хороший полицейский, который всех успокаивает, сообщает только позитивные новости, позитивные ожидания, и директора ФРС, остальные, они, соответственно, там либо на совещаниях, либо в рамках каких-то отдельных выступлений, они сообщают именно ту информацию, которая будоражит. Но здесь, с моей точки зрения, никаких резких действий со стороны ФРС в части сокращения скупки активов, в части увеличения ставок не будет до того момента, пока продолжает показывать признаки восстановления рынок труда, и пока он не вышел на уровне плюс-минус докризисные. Ну, то есть по первичным заявкам это порядка 200-250 тысяч. Первичные заявки публикуются по четвергам на безработицу. И единственное, в каких условиях действительно может ФРС какие-то действия предпринять, я думаю, скорее всего, оно именно так и будет, когда будут предприняты какие-то очень решительные, очень резкие действия, либо резко порежут скупку активов, либо сильно поднимут ставки репо, либо ключевые ставки кредитования, предоставления ликвидности. И это будет связано, если это произойдет, именно с тем, что инфляция вышла из-под контроля. Такого тоже нельзя исключать, потому что рост цен идет на все. Но вот только что мы с вами смотрели стоимость домов. За один месяц они выросли, средняя цена дома в Соединенных Штатах с 360 до 390 тысяч долларов. То есть это получается рост почти на 10%. Baltic Dry, который улетает в космос, а Baltic Dry — это издержки на все, это транспортировка товаров, сырья и так далее. И поэтому вот такое положение дела, оно может все подвести к тому, что в один определенный момент ФРС и другие центробанки, они столкнутся с такой ситуацией, когда надо будет срочно закрывать кран. Потому что инфляция будет выходить неконтролируемо из-под управления. Итак, то, что касается выступления в Джексон-Холле, я думаю, все будет очень позитивно, никаких треволнений это не вызовет. Если и будут какие-то идти круги по воде, это потом в результате каких-то комментариев директоров ФРС. Сейчас все чинно да гладко будет, Пауэлла оставят на второй срок, если, конечно, не произойдет кризис в сентябре. Да и если произойдет, я думаю, тоже оставят, потому что человек, он очень дипломатичный, очень покладистый, очень позитивный, и таких людей всегда ценят. Так, друзья, давайте перейдем к графикам SP500, SFD на фьючер, 4-часовой таймфрейм. У нас новый рекорд сегодня, и, соответственно, здесь на фоне позитива, на фоне отскока продолжается консолидация на хаях и попытки роста. Ну и теперь, собственно говоря, до 18 сентября, когда плановый провал, обязан продолжаться поступательный рост, который здесь, если прикидывать, он где-то приведет, наверное, на 4600, возможно 4650. Но это если следовать тому, что вот эта линейная зависимость, она сохранится на ближайшее время. Так, друзья, далее нефть. Здесь ситуация у нас очень позитивная, все отскочило, все прекрасно. Если переходить на часовой таймфрейм, то, соответственно, сейчас должна быть консолидация. Небольшой откат и проторговочка в диапазоне 70,3, 69,7. Вот здесь, в этом диапазоне. Ну вот первый рубеж $70 за баррель ключевой, он сделан, соответственно, здесь, по логике вещей, должен быть какой-то откат и проторговочка. Так, друзья, далее VIX, дневной таймфрейм ставлю. Но смотрите, здесь, судя по всему, снижение по VIX оно себя исчерпало, и здесь будет либо
консолидация в достигнутых значениях, либо сейчас будет коррекционный отскок на 18,5. Ну, движение вниз на дальнейшее снижение VIX, оно возможно, но здесь слишком сильный был откат, ему полагается немножко поторговаться и попробовать немножко сходить наверх. Опять же, здесь определенные циклы движения, мы идем в рамках вот этих циклов, когда сначала идет набор позиций, потом все это дело отрастает. Это коррелирует с движением в S&P. И исходя из вот этой всей логики движения, мы сейчас должны в консолидации поболтаться по VIX, ну, до середины сентября. Так, друзья, далее фьючерс на индекс РТС. Ну, смотрите, мы вот пришли на этот уровень 165 450, 165 500. Соответственно, он должен его пробить и хорошенько здесь поторговаться. Если этого не будет сегодня либо завтра с утра, то мы отбиваемся, и, соответственно, у нас будет откат на 164 400 вот сюда, к этому значению. Так, друзья, далее евро-доллар. Давайте российский фьючерс возьмем, оно ближе к делу получается на текущий момент. Ну, смотрите, никак 1,1790 уровень евро взять не может. Но, судя по набору позиций в лонгах по евро-доллару со стороны спекулянтов, SOTS FTC, нонкоммерсов, на этой неделе вот этот рубеж, он должен быть взят, и, соответственно, мы по логике вещей должны даже 1,18 взять и закрепиться. Ну, с учетом того, как бодро пошло движение, здесь необходимо сейчас проторговаться в районе 1,1750. Ну, а там посмотрим. Опять же, общая логика канва событий, которые происходят, она указывает на то, что евро на этой неделе на 1,18 с высокой степенью вероятности должно вернуться. Так, друзья, далее рубль-доллар. Давайте сишечку посмотрим. Фьючерс. Ну, вот мы стукнулись в 74 тысячи. Соответственно, здесь весьма вероятно сейчас консолидация вот это продолжится. И либо консолидация продолжится, либо от достигнутого значения здесь наиболее вероятно будет коррекционный отскок. Ну, наверное, 74 200 250. Вот мы сейчас на вечерке, по идее, отскочим. Опять же, если все-таки движение вниз на укрепление рубля продолжается и будет пробой 73 980, то в этой ситуации мы весьма вероятно закроемся вот в этом диапазоне по фьючерсу. Вот. Но я думаю, такой сценарий сейчас уже маловероятен. Здесь нужен коррекционный отскок. Ну, а завтра посмотрим, как будет разыгрываться карта, связанная с налоговыми платежами и с размещением ОФЗ. Так, друзья, евро-рубль фьючерс. Ну, на вечерке, конечно, это не столь актуально. Но давайте его посмотрим тоже за компанию уж тогда. Здесь, я думаю, укрепление рубля против евро, равно как и укрепление рубля против доллара, оно себя несколько исчерпало. И сейчас евро-рубль, вот здесь должна быть проторговочка в этих значениях. Если все-таки эта идея не срабатывает и пойдет движение вниз и будет пробой 86 980, то, соответственно, в этой ситуации мы получаем новый цикл укрепления рубля против евро на 86 750. Такой сценарий видится мне маловероятным. Скорее всего, здесь консолидация и может быть попытка отскока вот сюда на 87 240. Но больше похоже на то, что здесь будет проторговочка, консолидация, потому что евро, оно против рубля сейчас не очень уверенно смотрится. Ну а с другой стороны, если нефть не продолжает расти, то, соответственно, здесь потенциал укрепления рубля против евро на сегодня, он, я полагаю, исчерпан. Так, друзья, вот еще по поводу Робин-Гуда вопросы сыпятся. Ну, смотрите, здесь у Робин-Гуда есть определенная цель движения, это часовой таймфрейм. И эта цель движения, она находится вот здесь вот на 58,3. Его сюда так или иначе в ближайшее время, я думаю, затолкают. Есть у него цель и повыше, она находится в районе 69,5. Вот здесь сейчас пока рост вот этот никак не раскочегарится. Вот. Ну, я думаю, в любом случае вот эти два движения, они поэтапно произойдут в ближайшее время. Они произойдут в том случае, если не будет движения вниз с пробоем 41. 41, если будет пробито, я думаю, он вернется к своим истокам в район 35-36 и будет здесь торговаться.
Так, друзья, далее Модерна, по ней был вопрос, дневной таймфрейм. Ну, по Модерне начался цикл движения. Цикл этого движения ведет на 482, вот сюда, к этому значению. Соответственно, вот здесь сейчас идет донабор позиций, и весьма вероятно в течение там 2-3 недель мы увидим движение на 482. Опять же, здесь вот вся эта конструкция, она разрушается в том случае, если идет движение вниз и будет пробой 347-346. В этой ситуации роста не будет, потому что, скорее всего, вот этот весь рост, он будет сломан, и она в этой ситуации уйдет консолидироваться в район 300-292. Вот сюда, вот в этот диапазон. Но на текущий момент все основания для того, чтобы вот этот рывок она произвела. Так, друзья, далее давайте уж сегодня во все тяжкие Virgin Galactic тоже за компанию. Дневной таймфрейм. Но смотрите, здесь при всей ее рискованности, ее сейчас весьма вероятно, ну, наверное, где-то к заседанию ФРС, вот куда-то сюда ее на 2570 загонят, возможно, даже и на перехай. Но здесь надо понимать, что идея это очень рискованная. Вот, соответственно, те движения, те действия, которые в ней происходят, надо либо вариться в том соку, который вокруг Брэнсона, либо, ну скажем так, уметь видеть определенные закономерности в поведении. Так, друзья, ну все как бы в дно ее вогнали, утоптали. Соответственно, здесь, я думаю, ей движение только наверх. Опять же, очень рискованная идея, могут ее и вообще как бы совсем сбросить, утоптать там до 1000, до нуля есть еще куда падать. Но на текущий момент есть признаки к тому, что ее будут пампить опять. Вопрос, насколько сильно. Так, друзья, ну и конечно, какой же мем без Теслы. Ну смотрите, давайте месячный таймфрейм возьмем. Делают всякие страшные люди ставку на то, что Тесла будет падать. Ну, исходя из месячного графика, я пока не вижу той силы, которая ее сломит и понесет вниз. Конечно, вот так вот и напрашивается ее немножко скорректировать, ну, например, в район 400-410, вот сюда, вот к этому значению. Но я пока не вижу той силы, которая ее в этом направлении поведет. Если на недельку переходить, то она, мерно посапывая, находится в консолидации. Даже здесь идет поджатие, попытка пробоя 750 и ухода в район 900. Но если переходить на дневку, я бы так сказал, что в течение ближайшей 1-2 недель, если не будет пробоя вот этого диапазона 650-680, то весьма вероятно ее как-то ненароком могут отвести вот сюда в район 870. Но опять же здесь безумию храбрых поем мы песню, потому что когда такие люди как Бьюри делают ставку, то невольно дрожат руки покупать против него. Так, друзья, ну в общем-то все, основные вопросы, основные моменты, надеюсь, я на все ответил. Спасибо за внимание. Если вам понравилось, подписывайтесь на мой YouTube канал, на мой Telegram канал. А если вам очень понравилось, то заставьте подписаться еще и ваших друзей. Это шутка. Все, спасибо за внимание, счастливо.